Добрый день, с вами ведьма Аграфена, мой канал Магии и колдовства. Я занимаюсь всеми видами магии. Подробно вы мне можете узнать на моих сайтах, найти меня в Инстаграме, найти в Телеграм-канале, где я публикую более закрытые материалы. И также у меня есть несколько каналов на тему руники, черной магии, также на Ютубе. Сегодня у меня гадание, скорее для Украины, для украинцев. Значит, сегодня у нас 27 мая. На тему, что у нас будет в июне вообще, да, по фронту. Потом, кто стоит за взрывами на территории России, тоже спрашивать. Ну и третья тема, продовольственный кризис, да, что, чтобы нас не обменяли в обмен на продовольствие. Всех уже желают каких-то якобы договоренностях с Путиным, что он пойдет, что он говорит, что, мол, сдадите мне все эти территории, а я вам открою порты, и вы вывезете оттуда еду и будете сытыми. Ну, так вот, вроде как бы нас хотят так обменять на еду, да, сдать наши территории, не прекратить помощь, снять санкции, да, в обмен на то, что шантаж шантажирует, Путин шантажирует мир нашим зерном. Ну, вот так вот, отлично, да? Сарказм, конечно. Смотрим. Вот так. Давайте пару карт на ситуацию на фронте в июне. Там, что там наши эксперты говорят, каждый по-разному, разведка одно, другое. Давайте так. Как в целом можно сказать, что будет для Украины? Несправедливость, да, неуравновешенность. Что-то все-таки идет, какие-то прорывы возможные. Явно, что нам задерживают поставки по несправедливости. Карта не очень хорошая. Плюс тому, что для нас это невыгодно, да. Давайте посмотрим, будет ли какая-то опасность со стороны Беларуси на нас. Беларусь пока для нас не опасна. Но вот то, что она какой-то там плацдарм, нет, императрица нет, вроде как бы они не хотят воевать, а хотят скорее просто отсиживаться. Беларусь нам в этот месяц не опасна пока. Что будет на Донбасском фронте? Потери. Что будет? Ну, это пока разрушение. Я не могу сказать, что тут прям какое-то прям продвижение произойдет с их стороны, да, со стороны России. Нет. Ну, скорее тут лупить будет, разрушать что-то. Что будет по Харьковскому фронту? Кстати, Харьковский полностью вырулит. И я так, вся Харьковская, видите, мах, это исключительно хорошая карта. Так, что по поводу юга многострадального? Что на Южном фронте? Восьмерка жезлов. Ну, мы там тоже будем двигаться, хотя восьмерка жезлов означает скорее пригород, скорее какие-то небольшие участки. Все-таки для нас Донбасс самый проблемный, а тут мы будем двигаться. Ну и если сказать какие-то еще, может быть, опасность для каких-то новых областей, давайте спросим. Там что-то на Волынь кто-то наступает. Нет. Шестерка жезлов нет. Для нас это хорошая карта. Так, и вот пока так. То есть мы будем коротки. Поняли, что у нас самые неприятные вещи на Донбассе, а юг мы будем потихонечку уже освобождать, кстати. Больше никто нигде не прорвутся. Ни под Киевом, ни на Волыни, ни под Житомир. То есть линии фронта новой не будет. Дальше смотрим. По тому, кто стоит за взрывами вот этими в Белгороде. Давайте вообще спросим, что карта скажет по этой ситуации. Потому что мы сейчас, а потом будем выкладывать по вариантам. В целом, что можно об этом сказать? Восьмерка жезлов перевернутая. То есть явно говорит о том, что тут есть
Люди, которые заинтересованы, ну это не люди невысокого ранга. Восьмерка жезлов, это да, кто-то потихонечку препятствует все-таки, помогает Украине, скорее всего, что на местах. То есть, потому что восьмерка жезлов это всегда короткое расстояние. То есть либо люди местные, либо они там живут. И вот они так потихонечку вставляют палки в колеса. Так, то есть местность, да, восьмерка жезлов указывает на местность, та, которая там есть. Не похоже, что они там как. Ну, давайте сейчас спросим, имеет ли отношение какое-то Украина? Давайте, есть ли связь с Украиной? Что это за связь, допустим? Десятка кубков. Скорее всего, что это родственные связи. Это люди, которые связаны какими-то узами близкими. Либо симпатизируют очень сильно. Больше все-таки похоже на крепкую семейную связь. То есть чей-то брат, чей-то друг. То есть именно человек, который симпатизирует Украине. Тут связь не прямая. Это не, я не вижу тут каких-то, ну скажем, нанятых, каких-то военизированных связей. Связь на уровне семьи. Давайте спросим, если вопрос, если это местные просто, да, если вопрос, такой подход, что это просто люди на местах организованные. Justice, несправедливость. Нет. Нет. То есть есть вариант, что они нам помогают, есть вариант, что Путин сам это организует. Вот, кстати, больше часть по несправедливости, скорее есть вариант, что они там, да, сами себя взрывают. Не все, но частично. Давайте так, напрямую спросим. Есть ли ответственность российских спецслужб связана с хотя бы, ну, с какими-то там взрывами, например? Есть ли какая-то связь? Королева жезлов. Да, с какими-то пожарами. Тут скорее не взрывы, королева жезлов это пожар. То есть все, что ярким фейерверком где-то сверкает, это и российские спецслужбы в том числе. Просто привлечь внимание. Но я не могу сказать, что все, поскольку десятка кубков все-таки указывает на какую-то связь с Украиной, но она не профессиональна. Если профессиональное участие каких-то там разведывательных каких-то управлений, каких-то там специально подготовленных людей, потому что я тут их не вижу. Ни восьмерка жезлов, ни десятка кубков, ни несправедливо. Тут больше на спецслужбы России вот выпадает, да, когда мы начали спрашивать. По королеве жезлов, да, то есть что Россия может, да, яркий, как они говорят, хлопок, фейерверк устроить, это они. По каким-то серьезным вещам есть и участие наших, но это, как сказать, партизаны. Если в перспективе, что будет дальше происходить? Что-то серьезное, оно будет нарастать или нет? Нет, оно не будет нарастать вот так, как оно было, так оно и будет. Так, раз-два дня что-то там хлопнуло. И давайте посмотрим, есть ли какая-то рука профессионала тут вот прям такого, что кто-то это организовывает, продумывает. Тройка жезлов. Ну, как бы есть какой-то сговор все-таки по тройке жезлов. Видите, рука держит. Есть какой-то план, но этот план, ну, минимальный там. То есть расчета на то, что там действительно серьезных каких-то разрушений нет. То есть это и сторон, и привлечь фейерверком и россияне пытаются, и наши там что-то. Ну, это такой вот сговор на уровне. Партизанщина, короче, там. Плюс оно и само горит. Не вижу я тут серьезных каких-то, серьезных подготовок. То есть явно тут действуют любители. Ну давайте посмотрим след других государств. Присутствует ли? Я не буду говорить каких, потому что... Девил. Знаете, по дьяволу, да, может быть след какого-то государства, в том числе какого-то мирового правительства, да. По дьяволу может быть. То есть вот есть... Не буду уже разбирать, какого, может, вы... Уже нет смысла, я думаю. По дьяволу участие некое, ну, скорее какая-то сборная солянка.
Это организация как международная уже скорее. Что не указывает на какой-то конфликт, да, сговор. Но эти люди тайно вот туда. Всякие разведчики, всякие тайные организации участвуют. Это да. Не наши, не российские, не украинские участвуют. Так, дальше смотрим. Тема дефицитов. Что-то тут сегодня у меня что пропало? Ну, то соль у меня навалом. Пропала бензин. Что у нас еще пропало? Гречка подорожала, хотя есть. У нас 80, то ли 78, то ли 80 гривен. И уксуса нет. Давайте посмотрим, что в целом будет по дефицитам. Будет ли он продолжаться? Что вообще с ним будет происходить в июне? Да, дефицит будет. Король Пентаклей перевернутый. Будет какие-то вещи нас тревожить. По-любому. Давайте по бензину. Нет, бензин вернется. Шестерка кубков вернется. Я бы даже сказала, что ну, в середине июня точно будет. Потому что шестерка кубков, это, видите, как бы вот... Во-первых, это шестой месяц у нас кубки, кстати, часто олицетворяют месяцы. Во-вторых, это передача, да, видите, от старого к малому. То есть эта карта, это было так, как было, да. То есть будет его навалом. Ну, дороже будет по-любому, потому что король пентаклей перевернутый. Все будет дороже. Ну, никак. Так, по поводу соли. Что будет с солью? Попрет соль. Соль попрет, но вот соль попрет позже бензина. Что там вообще что-то по поводу уксуса? Ого! А вот с уксусом что-то не дела какие-то. Что-то уксуса нет. Кто выпил уксус? Так. Что-то у нас еще пропадет. Лекарства. Вы знаете, интересно, по солнцу нет, не пропадет. Пока в июне держимся, вот эти три позиции, что-то у нас уксус самый проблематичный и соль. А бензин уже вот появится. Ну вот так вот ответила на такие самые вопросы, которые чаще всего мне задают. С вами была ведьма Аграфена. Все мои контакты под этим видео. Пожалуйста, в письменном виде обращайтесь. До свидания.